Сегодня, когда технический прогресс стремительно проникает в самые труднодоступные места нашей планеты, эти люди продолжают хранить традиции своего народа и жить так, как когда-то жили их далекие предки. Чтобы узнать, как им сейчас это удается, мы отправимся в те места, куда добраться можно только на оленьих упряжках. Исконными местами проживания енисейских ненцев являются земли, лежащие на левом берегу нижнего течения Енисея. Здесь лежит царство холодной и бескрайней тундры. Зимою эти места покидает все живое, стремясь укрыться на юге от ледяного ветра и смертельного холода. Из-за постоянно дующего ветра снежный покров в открытой тундре становится твердым, как сталь. Пробить снежный наст и достать из-под него пищу олени не в состоянии. Поэтому зимою дикие олени вынуждены откочевывать на юг в редколесье, где сила ветра стихает, и без труда можно разгрести копытами снег и достать корм. Следуя законам природы, с наступлением холодов покидают тундру и ненцы. Они вслед за дикими оленями перегоняют своих животных поближе к северному редколесью, где больше корма и есть дрова. Так было заведено у ненцев с давних времен. Но с наступлением машинного века в тундру пришла современная техника и прогресс, коренным образом изменив их быт. Многие ненецкие семьи переехали жить в современные поселки, где стали вести городской образ жизни. И поэтому сегодня на просторах тундры редко можно встретить кочевую семью оленеводов. Однако ситуация начинает меняться, и, возможно, уже недалек тот час, когда, путешествуя по бескрайней тундре, можно будет зайти в чум и выпить горячего чая. Как правило, кочевая семья – это отец, мать и их дети. Когда сыновья становятся взрослыми и женятся, они строят свои семейные балки и продолжают кочевать вместе с родителями. Дочери, выйдя замуж, уходят к мужьям. Так одна семья оленеводов может состоять одновременно из союза нескольких самостоятельных семей. Со смертью главы рода его место займет старший сын. Если кто-то из сыновей захочет отделиться и жить самостоятельно, ему препятствовать не будут. Но выжить в одиночку среди этого сурового мира нелегко, поэтому подобные случаи бывают редко. С первого взгляда может показаться, что эти люди ведут безрадостный образ жизни на краю цивилизации, отдавая последние силы, чтобы выжить в ледяной тундре. Но это далеко не так. Каждый новый день в семье оленеводов начинается с отлова ездовых оленей для упряжки. Это непростое занятие. Всю ночь олени провели в тундре, и поутру их нужно собрать возле стойбища.
Домашнее стадо состоит из ездовых и мясных оленей. В упряжке ходят только ездовые олени. Их немцы знают поголовно и легко могут отыскать среди многочисленного стада. Одних и тех же оленей нельзя запрягать 2 дня подряд. Животным нужен отдых, поэтому каждый день оленеводы отлавливают новых оленей. В отлове оленей участвуют мужчины. Только в тот день, когда семья собирается оргишить, то есть менять свое место стоянки, загонять оленей помогают и женщины, поскольку в короткий срок необходимо быстро отловить много животных. Никакой олень не хочет работать по доброй воле, поэтому поймать их не так уж и просто. Как только олени видят в руке человека маут, так называется у немцев аркан, ими сразу овладевает паника, и они начинают кружить вокруг стойбища в надежде избежать тяжкой участи. Но даже быстрые ноги и буйный норов не спасают избранников от аркана. Бегать за оленями по снегу нелегко, и тогда на помощь оленеводам приходят оленегонки. Маленькие, шерстистые и миловидные существа являются незаменимыми помощниками оленеводов. Без них невозможно было бы быстро собрать стадо, пасти и перегонять оленей по тундре. В то время, когда взрослые ловят оленей, мальчики-подростки пытаются тоже принимать участие в этом увлекательном для них деле, но пока еще только по-детски. У каждого мальчика есть свой детский маут. Они арканят мясных оленей, которые без опаски бродят возле балков в надежде разжиться остатками со стола человека. Таким образом, подражая своим отцам, мальчики уже с малолетства учатся азам оленеводства. После того, как нужное количество оленей отловлено, все расходятся по своим балкам завтракать. Енисейские ненцы, в отличие от ненцев, живущих в Западной Сибири, в зимнее время живут в балках, полностью отказавшись от использования традиционных чумов. В их быт это новшество пришло в советское время. Балок представляет собой деревянный каркас, обтянутый шкурами оленей, который поставлен на полозе. Такое жилище в зимнее время намного удобнее и теплее, чем чум. Внутри балка при входе располагается жестяная печка-буржуйка, которая служит для обогрева жилища и приготовления пищи. Внутри нет мебели, даже такой элементарной, как кровати и стулья. Хозяева спят и сидят на полу, постелив матрасы и шкуры оленей. Во время еды
На пол ставится столик на низких ножках, вокруг которого и рассаживаются хозяева жилья. После еды столик убирают, и освобождается пространство для игры детям. Рацион ненцев не особенно разнообразен. Зимой они в большом количестве употребляют мясо оленя и рыбу в сыром виде. Мясо тонко настругивают, макают его в соль и едят с хлебом. Такое блюдо называют строганиной, и едят его исключительно в замороженном виде. За счет этого ненцы обеспечивают себя биологически полноценной пищей, приносящей в их организм всевозможные витамины и микроэлементы. На десерт все без исключения обильно пьют сладкий чай с хлебом или сухарями. Такая самая место. Утренняя трапеза длится недолго. Поев, мужчины запрягают оленей и разъезжаются по делам, связанным с уходом за оленями. Зимой следить за стадом проще, чем летом. Оленей не беспокоят комары, и они не уходят далеко в тундру. Большую опасность для оленей в это время года представляют волки, которые периодически совершают набеги на стадо. Так повелось, что олени для ненцев как денежное сбережение для многих людей. Количество оленей определяет достаток и благополучие в семье. Помимо этого, в настоящее время, несмотря на появление снегоходной техники, в условиях северного бездорожья олени остаются доступным и надежным видом транспорта для ненцев. Они непривередливы, им не нужен бензин, а их содержание требует минимальных затрат. Одна из интересных традиций ненцев проявляется в посадке на нарты. Они садятся с левой стороны, а вот долгане, которые живут на правом берегу Енисея, всегда справа. Зная этот обычай, можно еще издалека определить, кто хозяин упряжки, едущей по тундре. Дневные заботы женщин связаны с домашним очагом и семейным хозяйством. Они заготавливают лед и дрова, готовят еду и шьют одежду. Во всем этом им помогают старшие девочки. А вот малыши развлекаются сами, и их особенно никто не опекает. Дети играют в такие же игры, как и их сверстники, живущие в городах. Из шкур оленей ненцы шьют разнообразную одежду, обувь, одеяла и спальные мешки. Шкуры используют для внутреннего и внешнего убранства своего жилища. Из кожи оленей мужчины плетут мауты, а рога животных служат для изготовления пуговиц, рукояток для ножей и разных поделок. Интересно,
ненецкая национальная одежда. Она проверена веками, и никакие современные материалы не могут сравниться с практичностью и надежностью одежд, пошитых из оленьих шкур. Малица – основная верхняя одежда мужчин. Она представляет собой балахон с капюшоном и широкими рукавами, который одевается через голову. Балахон сшит мехом внутрь. Рукава в плечах имеют широкий раструб. Это позволяет свободно, не снимая малицы, рукой доставать нужные вещи из карманов внутренней одежды. Когда мужчина ничего не делает, а стоит и разговаривает, он обычно достает руки из рукавов и держит их на груди. К рукавам малицы наглухо пришиты варежки. Их шьют из камуса, так называется прочная шкура оленя, снятая с нижней части ног. На малицу обязательно надевают сорочку, пошитую обычно из крепкого материала, как правило, из брезента. На ноги ненцы надевают бакари, сшитые также из камуса. Женщины, в отличие от мужчин, носят ягушку, похожую на шубу. Когда в стойбище приезжают гости, женщины надевают свои праздничные наряды, а головы покрывают красочными платками. Ну, чем не конкурс красоты или показа национальной моды? Ненцы ведут кочевой образ жизни и несколько раз в месяц меняют места стоянок. Они никогда не задерживаются подолгу на одном месте, поскольку олени постоянно нуждаются в смене пастбищ. Семья в любой день с легкостью может сняться с места и отправиться оргишить, не разбирая своих жилищ. Весь окружающий мир, засыпанный снегом, является для ненцев одной большой дорогой, по которой можно двигаться очень быстро и в какую угодно сторону. Оленья упряжка может развивать большую скорость и покрыть за день без особого труда около 100 километров. Поэтому упряжка для ненцев – это как современный автомобиль для европейцев.
Зимний Аргиш – это своеобразная северная Camel Trophy. Здесь неожиданности поджидают на каждом шагу, и поэтому в начале колонны следует глава семьи. Он лучше всех знает окружающую местность. Он выбирает путь и место будущей стоянки. Места стоянок всегда разные и не повторяются в течение 10 и более лет. Это необходимо для того, чтобы растительность смогла полностью восстановиться. Приехав на новое место, немцам не нужно хлопотать об установке своих жилищ. Особенно это важно во время полярных ночей, когда вокруг свирепый холод, и погода в любой момент может измениться в худшую сторону. Балок – это своеобразный дом на салазках, и его преимущество перед чумом в зимнее время очевидно. Но скоро в тундру постучится весна. Ее прихода немцы ждут с нетерпением, чтобы отправиться на большой праздник Хейро и попытать счастья в состязаниях со своими соседями. В апреле, когда время полярной ночи на исходе, оленеводы съезжаются в районные поселки, где устраивают различные спортивные состязания и гонки на оленьих упряжках. Это единственный праздник в жизни немцев, когда они могут встретиться со своими родственниками и друзьями, обсудить вопросы и узнать новости из глубины холодных земель. Самое захватывающее зрелище праздника – это гонки на оленьих упряжках. К ним немцы готовят своих оленей еще загодя, надеясь на победу. Однако здесь важно не только умение управлять упряжкой, но и везение. Олени непредсказуемы, особенно тогда, когда скапливается много людей и упряжи. Шум многолюдного праздника может испугать их, и тогда вместо того, чтобы бежать вперед, они способны повернуть обратно, и ничего с ними не поделаешь.
Привет всей России. Молодец. На празднике соревнуются как мужчины, так и женщины. Победителей ждут призы, только вот не все они бывают пригодны для жизни в тундре. Среди мужчин оленья гонки. Первое место. Тоги Владимир Яковлевич. Ура! Громче. Ура! Так, где-то доводите, сейчас приз подойдет. Буйство пришедшей весны разбудило тундру. Снег быстро тает, реки и озера сбрасывают зимнюю кольчугу, и на их водную гладь спускаются утки и гуси. Вслед за птицами на просторы проснувшегося мира ступают дикие олени, оповещая тундру о новом времени года. С приходом летней поры свои балки таймырские ненцы оставляют прямо в тундре до осени и переходят жить в традиционные чумы. Благодаря своей конструкции чум устойчив на ветру, и его жилая площадь легко может регулироваться. К тому же чум удобнее и легче перевозить по летней тундре. К примеру, ненцы, живущие к западу в Канинской тундре, используют для жизни брезентовые палатки, растянутые на деревянном каркасе. Чум состоит из длинных жердей, которые накрываются днюками, так называют выделанные оленьи шкуры. Обязательно поверх шкур набрасывают брезент, он защищает их от дождя. Благодаря шкурам в чуме никогда не бывает жарко. Благодаря костру летом в чуме практически нет комаров и гнуса. Если дым от костра не хочет выходить через верхнее отверстие в чуме, тогда открывают вход. Убежал, когда не надо. Убежал. Летом ненцы откачевывают в открытую тундру, где дуют ветра. Они спасают своих оленей от самой страшной напасти. Комариное время в тундре – настоящее стихийное бедствие. От гнуса домашнему оленю скрыться некуда, разве что в чуме. Тяжелее всего оленеводам приходится в первый летний месяц, когда в тундре наблюдается
пик комаров. Гнус может довести оленей до полного истощения, и тогда на помощь животным приходит человек. Все стойбище участвует в заготовке зеленого кустарника и торфа. Оленеводы его поджигают и устраивают спасительные для оленей дымокуры. За то, чтобы быть поближе к источнику дыма, среди оленей идет борьба. Всегда побеждают крупные самцы, а молодым и новорожденным оленятам остаются дальние места, куда дым почти не доходит. Им остается только бегать вокруг дымокура. Только в дневные часы, когда на просторы тундры придет ветер, сдувающий комаров, олени смогут спокойно попастись, ну а пока им остается только бегать и терпеть. В отличие от домашних, дикие олени спасаются от комаров, уходя далеко на север Таймырского полуострова. Путешествуя по тундре, они преодолевают бесчисленное множество рек и озер, проходят многие сотни километров и к середине лета добираются до гор Бырранга. Здесь они будут выпасаться до той поры, когда в тундру постучится зима. Но не только от комаров олени спасаются в северных отрогах тундры. Мигрируя, они решают для себя главный вопрос – вопрос пропитания. Таймырское стадо считается одним из крупнейших стад в мире, и поэтому, чтобы прокормиться, оленям нужно постоянно двигаться, переходить с одного места на другое. Оседлая жизнь привела бы их к гибели, прежде всего по причине истощения пастбищ. Домашние олени пасутся стадом, которое всегда находится под охраной пастуха. Дежурство ведется посуточно. В смене обычно дежурит 1 или 2 оленевода вместе с собакой. Они регулируют движение стада по тундре, направляя его по определенному маршруту. Именно летом велика опасность растерять оленей. Домашние животные могут повстречаться со своими дикими собратьями и вместе с ними уйти в тундру. Поэтому от бдительности пастуха и его расторопности зависит сохранность стада. Летом, как и зимой, для передвижения по тундре ненцы используют нарты, полозья которых подбиты пластмассой. Конструкция нарт специфична и зависит от их назначения. Есть легковые, грузовые, летние, зимние, а также мужские и женские нарты. Дети ненцев в любом возрасте самостоятельны. Они сами находят себе занятия, могут уходить в тундру, при этом родители не высказывают каких-либо претензий и не проявляют беспокойства. Только летом, когда у подростков каникулы, они могут помогать родителям по хозяйству. С наступлением осени они все уедут учиться и жить в интернаты, расположенные в поселках.
Когда немцы покидают временное стойбище, они ничего не бросают. Они все укладывают на нарты и укрывают шкурами, плотно стягивая груз канаты. Когда все собрались, семья отправляется в Аргиш. Груженые упряжки соединяются между собой веревками в вереницу, и только на ведущих нартах сидит человек, управляющий караваном. Аргиш чем-то напоминает железнодорожный состав, растянувшийся по тундре. Таймыр считается землей не только ненцев. Это родовые места для долган, нганасан и энцев, одних из самых малочисленных народностей нашей страны. Сегодня они живут в поселках, разбросанных по берегам крупных рек, бегущих на юге полуострова. Традиционные промыслы и обычаи их предков почти забыты. Встретить в тундре кочующих долган, в отличие от ненцев, теперь большая редкость. А ведь всего 30 лет назад они разводили домашних оленей и аргишили по просторам Таймыра. О тех временах сейчас напоминают брошенные в тундре истлевшие нарты, старые орудия промысла и могилы предков. Красные и желтые цвета осени оповещают о скором приближении зимы. Последние олени спешат покинуть тундру. Им в этом году повезло, план подстрела уже выполнен, и олени спокойно переплывают реку, направляясь в леса, где и проведут всю зиму. Так и проходит жизнь маленького народа, живущего в одном из отдаленных уголков нашей большой страны. Наверное, это счастье, когда человек возвращается к своим исконным корням, к дому своих предков. Быть может, этим детям, пока не знающим новых искушений цивилизации, в жизни повезет больше, чем их родителям. И проснувшись рано утром, на горизонте они увидят не гусеничный вездеход, а мчащуюся оленью упряжку, несущую радостную весть из глубины ледяного края.